Ошибки – это часть человеческой жизни. Каждый человек совершает ошибки в своей жизни, учится на них и движется вперед. Людей называют статуей ошибок. Но если мы допускаем ошибки, связанные с деньгами, то их не так легко исправить. Ниже мы обсудили одни из самых дорогих ошибок, совершенных людьми, ведь на кону были миллионы долларов. Яхцити.ком. В 1990-х и 2000-х годах Yahoo была самой популярной поисковой системой в мире. На втором месте шла Яхцити.ком. В 1999 году генеральный директор Яхцити.ком получил предложение купить Google за $1 миллион, однако он отказался, и это была самая большая ошибка в его жизни. На сегодняшний день рыночная стоимость Google составляет $280 миллиардов, и это самый посещаемый веб-сайт в мире. Новые поезда СНС. В 2014 году Франция заказала у компании СНС 1800 новых поездов на сумму $20,5 миллиарда. Правительство планировало улучшить железнодорожную систему страны. Однако оно предоставило компании неправильные размеры, и поезда получились немного шире, чем нужно было. Правительство измерило 30-летние железнодорожные станции, однако оно не учло те, что были построены 50 лет назад и имели абсолютно другие размеры. Как результат, правительство Франции понесло убытки в размере $68,4 миллиона. Эти деньги были потрачены на реконструкцию старых железнодорожных станций в соответствии с размерами новых поездов. Опечатка стоимостью в $1 миллион. В 2006 году авиакомпания Alitalia понесла огромные убытки в размере $7,7 миллиона из-за глупой ошибки. В 2006 году стоимость бизнес-класса на рейсе из Торонто на Кипр составляла около $3900 США, но авиакомпания Alitalia неправильно напечатала цену всего $39, и почти 2000 человек забронировали билеты. Поначалу авиакомпания отказывалась принимать билеты, но в итоге была вынуждена это сделать. Вы не поверите, но из-за такой глупой ошибки компания потеряла около $7,7 миллиона. Это была самая дорогостоящая ошибка, допущенная авиакомпанией в истории человечества. Никогда не выбрасывайте биткоины. В 2009 году человек по имени Джеймс Хауэлл приобрел 7500 биткоинов. Случайным образом он выбросил жесткий диск вместе с биткоинами. В 2013 году биткоин стал популярным, и все больше и больше людей начали инвестировать в него. На тот момент стоимость его 7500 биткоинов составляла около $3,5 миллионов США, а по состоянию на 2020 год она возросла до $70 миллионов США. Это была самая большая ошибка в жизни Хауэлла. Лотерея. Одна англичанка пенсионного возраста как-то приобрела лотерейный билет. Будучи женщиной аккуратной, она записала его номер в блокнот, а сам билет отдала мужу на хранение. Через некоторое время, проверив тираж по своим записям, женщина с восторгом поняла, что ее билет выиграл, и сообщила радостную новость мужу. Тут-то и выяснилось, что супруг отнесся к лотерейным развлечениям жены без должной серьезности и просто выбросил счастливый билет. Так случайно был потерян самый крупный джекпот в истории европейских лотерей $183 миллиона. Ошибка, связанная с системой единиц. Как все мы знаем, существуют фиксированные единицы измерения, такие как миллиметр, сантиметр, метр, километр, миллиграмм, грамм, килограмм, литр и так далее. Однако британцы используют другие единицы измерения, такие как фут, дюйм, фунт, унция и прочие. В 1999 году НАСА запустила космическую миссию Монгольян, расстояние было указано в метрах и километрах, однако аэрокосмическая компания Lockheed Martin использовала футы и дюймы. В результате спутник сбился с пути и потерялся в космосе. $125 миллионов были потрачены впустую. Золотая жила, которую выставили на продажу. В 1867 году Россия решила продать США 1,72 миллиона квадратных километров своей земли за $7,2 миллиона США. Это была самая большая ошибка, потому что этой землей была Аляска, которая богата золотыми рудниками, природным газом и нефтью рыночной стоимостью около $200 миллиардов. Гитлер. В 1914 году Генри Танди, который служил в рядах британской армии во время Первой мировой войны, нашел в канаве раненого и безоружного немецкого солдата. Совесть не позволила ему застрелить его хладнокровным образом. Таким образом, он пощадил жизнь Адольфа Гитлера. Падение многоквартирного дома Lotus Riverside. 27 июня 2009 года в 5:40 утра одно из 11 зданий комплекса Lotus Riverside рухнуло в Шанхае, Китай. Расследование показало, что одна сторона дома была построена на холме высотой 10 метров, а другая там, где находилась подземная парковка на глубине 4,6 метра.
Таким образом, были нарушены правила безопасности при рытье фундамента, что привело к обрушению 13-этажного здания. В результате этого несчастного случая один человек погиб. Шанхайский суд приговорил 6 чиновников, виновных в трагедии, к тюремному заключению сроком до 5 лет. Авария танкера «Престиж». В 2002 году в результате шторма у берегов Испании один из топливных баков нефтяного танкера «Престиж» получил повреждения. Близлежащие страны, Испания, Франция и Португалия, не дали аварийному судну разрешения войти в их доки, поэтому танкер несколько дней дрейфовал в море, пока по невыясненным причинам не развалился на две части и не затонул. Авария привела к поистине катастрофическим последствиям. Около 63 тысяч тонн нефти вылилось в воду, отравив множество морских обитателей и загрязнив более 1000 пляжей во Франции и Испании. Кроме того, сильно пострадала рыбная промышленность. Близлежащей Галиции. Общий ущерб от масштабной утечки нефти составил около миллиарда евро. Ошибка на фондовом рынке, которая обошлась в $1 миллион. 12 декабря 2005 года один человек совершил огромную ошибку. Цена одной акции компании ЦОМ составляла около 610 тысяч йен. Но сотрудник японской компании Mizuho продал 610 тысяч акций за 1 йену. Из-за этой ошибки компания понесла огромные убытки в размере около 225 миллионов долларов США. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.